Привет, мои котики! У нас сегодня расклад с вами будет на тему «Ты и он. Что дальше ждать от него?» Давайте посмотрим, девочки. Это у нас будет Таро без вариантов, потому что мы на канале о главном и случайном, и мы просто вот здесь сделаем такой раскладик на National Circus Tarot. То есть, может, я неправильно где-то сказала, ну, короче, на венецианском цирковом таро. Это мне наша прекрасная ведьмочка прислала, спасибо ей большое. И посмотрим, ты и он, что дальше ждать от него. Так, давай посмотрим, это он по отношению к тебе. Так, Паш Пентаклей выпало. Ну, девочки, я вам скажу такое вот. Он сам себе на уме на самом деле. А он сейчас вот не знает, что, скажем так, что с вами делать. Паш Пентаклей, который вот он ведет себя очень, скажем так, сейчас непонятно. То есть у него четкого плана совершенно нету по поводу вас, да. Он еще не определился, и он хочет вот побыть вот такой вот в стороне, скажем так, по отношению к вам, да, повыжидать. Король мечей выпал. Почему это у него происходит? Почему он выпал королем мечей? Сейчас посмотрим. В общем, девочки, смотрите. Тут есть один такой момент. Он сейчас смотрит, как вы себя будете вести по отношению к нему. Он хочет знать, будете ли вы, да, как-то проявляться в его сторону. Король мечей, Паш мечей и король кубков. То есть на самом деле он вот с вами хотел бы что-нибудь дальше иметь, но вы для него, скажем так, темная лошадка. Он не знает, как себя дальше вести. И дело в том, что он решил в этот момент, короче, а ну-ка я ее проверю. Если она сама, в общем, ко мне будет как-то проявляться, то тогда я уже ей покажу, уберу свою холодность короля мечевого и покажу себя королем кубковым. То есть на самом деле он бы хотел отдаться, хотел бы каких-то отношений такие, да, с вами, да, показать какие-то любовные отношения по отношению к вам, выразиться. Почему? Потому что вы выпали императрицей. Вы ему нравитесь, это как минимум. И он бы хотел бы вас любить, да? То есть, но он выбирает сейчас какое-то молчание и проверки в вашу сторону. Да, он, девочки, еще может быть даже где-то за вами и следит. Шестерка пентаклей выпала. И он следит и не верит в то, что вы хорошая девочка. Он думает, вот сейчас я помолчу, и сейчас с нее все попрет. Я увижу и все ее нутро. Вот что, девочки, он думает. Так, что дальше ждать от него вам именно? Четверка кубков. Он, девочки, хочет с вами встретиться. Четверка кубков. Он будет искать какой-то повод. Но здесь выпала и четверка пентаклей, и он не будет пользоваться этим поводом, да. То есть он будет себя вот как немножко как дурачок идти. Но он от этого еще больше в вас влюбляется. То есть ему на самом деле интересны вот эти вот качели, эмоциональные качели. То, что вы то туда, то сюда его, да, то вы холодна, то вы жаркая. То есть вот он такой эмоциональник. Он, девочки, вот его любовь, она завязывается на каких-то эмоциях, да. То вы холодная, то вы жаркая, то вы хорошая, то психованная, то мудрая, то истеричкая. И ему это нравится, он бы хотел бы этого. Для него это считается, что это какая-то искренность. И он, знаете, вот я помню, мне тоже один такой говорил, типа... Я хочу видеть, чтобы ты плакала, потому что если я плачу из-за него, значит, я его люблю, и для него это какое-то доказательство действительно моих чувств, да. То есть, смотрите, девочки, у вашего, у этого мужчины дальше. Так, хорошо, ты по отношению к нему. Ха, а тебе ты еще не лыком вязана. Первый старший аркан мага выпал. Вы, девочки, ведьма, магиня. Хорошо, а он по отношению к тебе? А вот он опять выпал тузом пентаклей.
Он выпал, девочки, тем, что он не будет сейчас действовать, он максимально будет скрыт и закрыт только для того, чтобы, короче, увидеть, ну что ж ты там себя представляешь, как ты будешь проявляться по отношению к нему, как королева кубковая, да. Но он-то хочет, чтобы ты проявлялась к нему как королева кубковая, но ты-то больше, чем просто королева кубковая. Ты выпала магом, понимаешь? А он про это не знает. Так, что ждать от него тебе, от этого мужчины? Тройка костей. Четверка мечей. Ну, в ближайшее время, девочки, вот он действительно вот не особо хочет по отношению к тебе проявляться. Вот и ты для него темная лошадка выпала. И он от этого хочет беситься. Его надо триггернуть чем-то. Но вот смотрите, не показывайте такого развязного какого-то поведения, да, не цепляйте кого-то другого. Пусть вот то, что у него живет в голове, у него это вот и растет. И больше у него растет такой вот негатив и недоверие, да. Так, она, наверное, с кем-то другим там где-то ну, что-то там где-то с кем-то уже под одеялом там или еще что-нибудь. Но потом в какой-то рандомный момент вы, например, можете вечером ему написать, да, что-то я и соскучилась по тебе. Что-нибудь такое. Или сердечко послать, да. Или что-нибудь такое, чтобы он дальше додумывал. Потому что ему интересны вот эти игры с вами. Потому что он от них кайфует сам по себе. Он, девочки, знаете, еще какой мужчина? Мужчина, который любит самоудовлетворение. Девятка кубков с девяткой мечей повешенной. Мужчина, который вот реально самоудовлетворяется. И это может быть как просто на физическом уровне он пошел в душ там, или просто сидел на лавочке, или в кустах стоял и дергал что-то себе. Или, девочки, он просто может, знаете, себя накручивать. Ему нравится вот себя где-то накручивать, и он от этого кайфует, и ему нравится какой-то трагизм в отношениях. Ему нравится обнуляться. Да, 16-й старший аркан, еще башни пошел, восьмерка пентаклей. Он сложный. Я вам сразу говорю, этот мужчина сложный, он непростой. Это все, это левый носок, который все время ищет правый, понимаешь? Эта дилемма у него все время в голове сидит, и он так себя ведет. Он такой еще потрепет нервы вам, да? То есть это какой-то такой вот капризный, своенравный мужчина, да, характерный мужчина, но в то же время он все-таки он выпал еще пажом пентаклей там в начале, да? Это говорит о том, что он еще вот ну, какой-то вот как незрелый, да, и в то же время у него вырабатывается какое-то не совсем хорошее, я бы даже сказала, негативное отношение к женщинам. То есть вообще, да, что женщины все гулящие, женщины то-то, и он все время хочет это где-то подтвердить у себя в голове. То есть это не тот мужчина, который будет с открытым сердцем, не выложит свое сердце на блюдечко с голубой каемочкой, чтобы где-то вам угодить, понравиться и все остальное, да, то есть он больше закрывается. Но ему и он и кайфует от этого тоже, да, то есть он такой вот любит садомаза в отношениях. И чем больше вот этих каких-то эмоциональных качелей в вашей жизни вместе с ним, тем, девочки, больше он привязывается, да. Когда вот ты на него, знаешь, короче, когда ты его и отталкиваешь, и в то же время он понимает, что это игра, да, и в то же время потом притягиваешь к себе. Вот это какая-то сила, когда ты, например, его за галстук сильно к себе потянула, да, то есть он, конечно же, отпрыгнет, но в то же время он будет от этого кайфовать. То есть тут вот прослеживается его какой-то садомаза. Вот и все. Я вам скажу, что вот если его, вашего этого мужчину спросить, какие самые отношения, которые запомнились в твоей жизни, ты помнишь, он по-любому вот скажет про какие-то такие, знаете, где его бросали, растаптывали, что он одинокий волк, гуляющий сам по себе. И я влюбленный одинокий волк, да, что-нибудь такое. Хорошо, давайте еще посмотрим, что дальше ждать от этого мужчины именно тебе. Он, девочки, будет вас хотеть. 11-й сил аркан еще выпал. Он все равно по-любому будет проявляться к вам. Он будет хотеть от вас именно серьезных отношений, долгоиграющих, да.
14-й старший аркан, 18-й старший аркан Луна. Он хотел бы, чтобы вы были с ним постоянно. Этот мужчина, девочки, хочет серьезных отношений. Это не тот, который такой, вы знаете, с одной постели в другую прыгает. Нет. Даже если он прыгал, ему это не интересно, да. Он хочет долгоиграющие отношения. Он хочет вот свою хозяйку-госпожу, и он хочет вот быть рабом. И в то же время играть хозяина. Раб, который хочет играть хозяина, да. Зная, что у него есть настоящая госпожа. Он хочет вот этих вот эмоциональных качелей. Так что, девочки, дайте ему эти качели. Давайте еще посмотрим, что дальше ждать от него. Он не готов, короче, в самое ближайшее время тратить на вас деньги, вот как ни странно. Это тот мужчина, который, девочки, говорит, я буду тратить только на свою жену, все остальное. Но это очень все легко переступается, это все решаемо, потому что вот мой, например, тоже на первом свидании, скажем так, да, но это было не то свидание, мы просто ходили вот такие, знаете, спортивная ходьба у нас такая была, чтобы дома не сидеть, да. И он был с пустым кошельком. Ну и что? Теперь это мой муж, который все деньги отдает мне. Понимаете, девочки? Поэтому вот он у вас такой же. То есть на это не обращайте внимания, что вы где-то будете недовольны, что он не особо будет на вас тратиться. Но он также и будет проверять. Но это болезненная, знаете, проверка его. Он думает, фу, все бабы меркантильные, она, наверное, тоже. И если она будет просить от меня дорогой подарок, я не подарю. И вот, то есть он будет проверять вашу меркантильность. Но до поры до времени он будет проверять ее. Будет где-то пытаться еще, знаете, не строить с вами отношения, да. И он такой неуловимый, но он вот... Он какой-то такой, он сейчас нестабильный по факту, да. Одни какие-то на него пентакли на самом деле выпадают, да. То есть мужчина, который вроде бы, знаете, и рыбку съесть, и на скамейке посидеть, понимаете, как будто хочет. Он нестабильный. И эту нестабильность надо вот подкреплять эмоциональными качелями, которые вы можете добавить в его жизнь. Потому что такое, знаете, все понятно, мы это как котик и кошечка там сидим на крылечке вдвоем, греемся на солнышке, да, это не его история. Ему надо это вот побегать, наскакаться, чувствовать какую-то свободу, в то же время быть таким супер подкаблучником, но и при этом, чтобы все про него думали, что он император. Короче, у него в голове на самом деле какая-то такая каша идет, пентакливая каша, да. Поэтому я вам предлагаю здесь вот с ним вот включить актрису, девочки, и играть с ним, эмоционально играть. И вот, кстати, чем больше вы ему дадите каких-то таких впечатлений интересных, завезите его, ну или, например, вот скажите, поехали с тобой, там, я не знаю, что вот, что бы ему понравилось на ваш вкус, да. Поехали, я тебе покажу одну такую заброшку, и там есть очень интересная история, но я тебе только на месте расскажу. И на месте рассказывайте, что вот тут вот девушка была, которая любила здесь заниматься интимом. И у него отвиснет челюсть, понимаете? Вот что-нибудь такое непонятное, да? То есть, когда ты не знаешь, что тебя ждет дальше, какой-то квест. И чем больше вот этих каких-то квестов, удивления у него будет, да, от ваших каких-то действий, то он будет просто вот зацепляться за вас. Потому вот таких вот пентакливых пажей, девочки, только так. Их можно чувственно разгонять с помощью каких-то неожиданностей. Потому что и он со своей кашей в голове не особо сам сейчас разберется, и поэтому каши ему еще надо добавить этой в голове. Короче, вот таких каких-нибудь ярких впечатлений добавьте ему, понимаете? Даже если вы сфоткаете, например, свою ножку и скажете, например, он говорит, ну да, классный маникюр, а ты скажи, а я на самом деле вся там голенькая или еще что-то, чтобы у него вот так вот все играло воображение, потому что вот ему, как пентакливому, это надо, потому что очень много белых пятен на него.
Вот такие дела, мои дорогие. Играйте. Вспомните, что вы актриса на самом деле. И у вас есть вот он, один зритель. Сыграйте для него. Все, мои дорогие. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.